Друзья, сегодня у нас воскресенье, а что это значит? Это значит, что мы пройдемся по самым интересным темам, которыми жило сообщество последние 7 дней. Ну и небольшой спойлер. 12 ноября у нас вышло обновление, в котором упоминали боевой пропуск 46-го сезона. Обычные камни станет продавать гораздо сложнее на рынке. Ну и после обновления игроки обнаружили скрытые изменения, которые сломали рынок обычных камней. И Blizzard не упоминала о них в английском патчноуте. Ну и, конечно же, это взорвавшее сообщество тема с фермами платины. Об этом и многом другом в еженедельном обзоре 10 самых интересных тем в сообществе Diablo Immortal по мнению DI Tools. И, друзья, перед тем, как перейти к основному ролику, я прошу поставить вас лайк этому видео, а также проверить, что вы подписаны. Если не подписаны, обязательно подписаться на мой канал. Ну и, конечно же, у меня в описании всегда есть тайм-коды, поэтому, друзья, устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И первая тема у нас касается очередей на катке поля боя. Игроки жалуются на ужасные очереди на катке и в сообществе утверждают, что нынешний сезон стал хуже, чем когда-либо прежде. Один из игроков пишет, что ему приходится ждать матч по 1,5 часа, а иногда вообще не найти 2 дня подряд. По его словам, даже снижение резонанса до 8-9 тысяч, ситуация не изменилась, а многие сильные игроки уже ушли на восточные сервера с большим пингом ради более стабильного матчмейкинга. Участники предлагают Blizzard убрать ограничения по времени на поиск игроков поля боя и позволить подбор по всему региону, оставив отдельные рейтинги Востока и Запада. На Востоке же отмечают, что у них очередь всего 2-5 минут, особенно в обед и вечером, друзья. Давайте посмотрим, по-моему, у нас еще недоступно поле боя, но, друзья, я вам скажу, я играю на сервере Мартыр, и сейчас я нахожусь на ранге, по-моему, золото 2, и у меня нет никаких проблем с матчингом, и матч находится буквально за минуту, иногда за 30 секунд. Наверное, это касается текущего развития моего героя. Вы видите, что у меня... Давайте посмотрим на моем PvP-билде какой резонанс. И, по-моему, там совсем немного. Там буквально 2384 резонанса. И, возможно, это является ключевым в подборе игроков, что игроков на моем сервере с таким небольшим резонансом гораздо больше. При этом я не матчусь с ботами, потому что уже играю на золоте. Правда, сейчас топчусь на месте. Я считаю, что снижение резонанса с 10 до 8, естественно, не играет роли. И, если честно, я смотрю одного блогера иногда по воскресеньям с утра. Он делает стримы. Американец, Кис его, по-моему, зовут. И Yes пишется его имя. И он как раз стримит свои катки поля боя. Он жесткий донатер, у него там 10 плюс резонанса. В общем, чувак мочит всех, играя за Демон Хантера в каточках поля боя. И я заметил, что у него матчинг иногда тоже длится порядка там 10-15, иногда даже 30 минут, и он убегает на данжи. В общем, я считаю, что, друзья, вам нужно снижать свой резонанс, чтобы матчинг был более справедливым, потому что Blizzard действительно внесли изменения, и сейчас матчи, я считаю, что они более сбалансированные. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Ну а следующая тема у нас касается патчноута, который разработчики совершенно внезапно выкатили 10 ноября. В нем они упомянули о боевом пропуске 46-го сезона, который у нас появится чуть позже в игре. По-моему, у нас осталось совсем немного до нового боевого пропуска, а именно, смотрите, 4 дня и несколько часов. Также там у нас стартуют ветры удачи, и они сейчас прямо идут, мы попозже это затронем. Ну и продолжаются бои в схватке миров, друзья. Отборочные матчи уже прошли, и что интересно по схватке миров, что мы с нашими участниками в команде, это было примерно как битва теней. То есть у нас один матч мы побеждаем, буквально там один участник против нас выходит, это очень легкая победа. И
когда мы побеждаем, естественно, нас матчат с теми, кто тоже победил, и против нас, скорее всего, киты. И мы проигрываем. Пишите в комментариях, как проходили отборочные матчи у вас и отобрались ли вы дальше. Но если посмотреть на схватку миров в разделе событий, то здесь у нас уже участвовать в матчах. Мы принимаем эту заявку и можем посмотреть. А мы не прошли, друзья, финал. К сожалению, не прошли, но можно забрать немножечко наград. Видите, бонус за победу в отборочных матчах. Все-таки у меня есть еще один сундучок. Пишите в комментариях, как это проходит у вас и удалось ли вам пройти отборочные матчи, а мы переходим к следующей новости. Ну и следующая тема, друзья, очень острая. Она касается патчноута, который опубликовали разработчики. Теперь, выставляя с 26 числа обычные самоцветы на рынке, если они не первого уровня, а, например, второго, третьего, четвертого или пятого, они будут автоматически разбираться на камни первого ранга. И это вызвало очень много бурных обсуждений, потому что это был один из способов фарма платины, когда игроки делали несколько персонажей на своем аккаунте и после этого перекачивали платину с одного аккаунта на другой. У них был один основной аккаунт, а другими аккаунтами они просто бегали и фармили эти камни, продавали их на рынке и затем перекачивали платину, обычно продавая то, что можно продать на рынке. Это теперь будет понерфено, потому что понять, какой тут камешек твой, очень сложно. В сообществе изменения приняли очень скептически, и один из игроков, например, пишет «Рип моему доходу в платине». Другие считают, что обновление может обрушить цены на самоцветы первого ранга, и это ударит в первую очередь по тем, кто зарабатывает на перепродаже или трансфере валюты через своих твинков. Один из продавцов отметил, придется выставлять сапфиры и аквамарины 4-го ранга как первого по 100 платины, а некоторые и дешевле. Но я не уверен на самом деле, что можно выставить самоцвет какого-нибудь 5-го ранга меньше, чем его минимальная цена из расчета на стоимость самоцветов 1-го ранга. Сколько у нас самоцветов в 5-м уровне? По-моему, 81. 81 мы умножаем на минимальную стоимость 50, и мы как раз получаем 4050. Мы можем только увеличить эту стоимость. На самом деле они также стакаются сейчас, и понять, какой из этих камней твой, и купить именно тот, который ты выставил на продажу, сейчас очень сложно. В общем, система борется с перекачиванием платины, с FTP игроками, которые не доначив игру пытаются раздобыть как можно больше платины для прокачки своих героев. В общем, игра требует, чтобы мы начали донатить. Что вы по этому поводу думаете? Обязательно пишите в комментариях. Ну а с выходом патчноута Blizzard анонсировали 46-й сезон боевого пропуска, который у нас стартует уже через несколько дней. Но сообщество разразилось скинами, потому что оно недовольно, как выглядит изображение. Вся эта вампирская тема никак не мачится с фруктами на шлемах. Сообщество обсуждает скины 46-го сезона боевого пропуска. Один из игроков пошутил: кто в Blizzard решил, что положить фрукты на шлем хорошая идея. Игроки отмечают, что сама броня выглядит более или менее стильно, но шапки с фруктами выбиваются из общего мрачного стиля санктуария. В общем, друзья, что вы думаете по новым предположительным скинам боевого пропуска? Они всегда вызывали очень много противоречий, потому что это, в общем-то, очень недорогой способ получить какой-то оригинальный облик. Нужно купить всего лишь усиленный боевой пропуск, а если вы купите еще и усиленный боевой пропуск коллекционера, то сможете во время прохождения задания боевого пропуска зарабатывать валюту и покупать дополнительные скины. Но так как это очень дешевый сервис, то и скинчики там так себе. Напишите в комментариях, что думаете по предположительно новым скинам, ну а мы, конечно, разберем их, когда боевой пропуск уже появится в игре. И опять у нас тема с ботами на поле боя. Игроки возмущены ботами, которые заселили поле боя.
В сообществе снова спорят о качестве подбора в PvP-катках, и теперь из-за нашествия ботов. Один из игроков пожаловался, что матчи все чаще состоят из одного реального участника и 15 ботов. Причем эти боты не просто для заполнения, они подогнаны под PvP, снабжены редкими легендарными камнями вроде осколка звездного огня или мстительной крови и с легкостью побеждают живых игроков. В общем, очень интересная тема на самом деле, но честно признаюсь, что я уже играю на золоте 2 и не встречал там никаких ботов. Я постоянно матчусь с живыми реальными игроками. Но что я заметил? Когда я играл на серебре, то действительно, когда проигрывал, я матчился с ботами. И моему удивлению не было предела, потому что они меня постоянно там убивали. Я 2 или 3 раза погибал. Почему? Потому что они использовали навыки, которые используют более опытные игроки. Они используют контроль, они используют камни, которые на контроль. И там часто играют некроманты, боты, некроманты и волшебники, которые тебя контролят и убивают периодичкой. В общем, боты становятся сильнее по мере повышения ранга. Но на золоте я их никогда не встречал. В общем, разработчики подкрутили и ботов, которые становятся сильнее с повышением ранга. Ну, если честно, это такая тема, на самом деле, в золоте, если ты их встречаешь, это очень подозрительно, потому что какой смысл тогда игры, когда ты хочешь матчиться именно с живыми игроками? Но дойти до золота, до своих 5 глифов по итогам сезона, это вполне ничего, и я не против встречать там ботов, ведь основное сражение начинается на последнем золоте, ну и, конечно же, на легенде. Ну и следующая тема связана с проблемами входа в игру с ПК у некоторых пользователей. Я с этой проблемой не сталкивался, но многие игроки отмечали, что их клиент не может никак прогрузить и войти в игру. И действительно, спустя какое-то время Blizzard признала эту проблему, а потом ее и пофиксила. Разработчики выпустили обновление клиента, которое устранило ошибку, мешавшую игрокам войти в игру на ПК. Ну и, наверное, одна из самых интересных обсуждаемых тем уходящей недели – это скрытые изменения, о которых разработчики не упоминали в английском патчноуте. Но очень прозорливые игроки посмотрели китайский патчноут NetEase, и там было упомянуто об этих изменениях. Теперь, после этого обновления, то есть это уже работает, если мы выставляем какие-либо из обычных самоцветов на продажу, они появляются не сразу. Выставляем 6 штучек, выставить, он здесь показан 97, давайте посмотрим, можем ли мы его купить. Видите, сейчас доступно только 101. Посмотрим в разделе «Купить», самоцветы. Я там выставил, по-моему, что я выставил? Цитрин, самоцветы, цитрин. Смотрим, и действительно, его не видно. Самая минимальная цена сейчас 101, но у меня стоит выставленный по 97. Это изменение описано в китайском патчноуте, и там написано, что лаг составляет примерно 30 минут. Но на самом деле многие игроки пишут, что лаг может составлять и час, а у кого-то их цитрин там или камень, который они выставили, появился аж через 2 часа. Похоже, разработчики всерьез взялись за рынок и перекачку платины с одного аккаунта на другой. Игроки уже возмущаются. Зачем они разрушают рынок? Как теперь игрокам продавать друг другу, если каждая продажа задерживается на полчаса? А кто-то даже добавляет с сарказмом, что рынок уже давно разрушен. И, друзья, это уже отдельная тема, которая вызвала бурю обсуждений после обновления. Игроки считают, что рынок окончательно сломался. Теперь посты с предметами становятся видимыми не сразу, а у кого-то через 30, у кого-то через час, у кого-то через 2,5 часа. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас был опыт продажи, как она проходила. Другие жалуются, что цены не обновляются. Например, камень, выставленный за 90 платины,
платины может так и не отобразиться в списке, где по-прежнему показывается старая минимальная цена 110. И мы только что это проверили. Мы выставили наш самоцвет по 97, а цена у нас как была 101, так и осталась. Похоже, Blizzard хотели улучшить прозрачность рынка, но пока он стал только запутанней. Но на самом деле Blizzard реально борется с перекачкой платины и хочет все больше FTP игроков, а также игроков, которые используют лазейки в механиках игры, перетянуть на донат, и все это сделано в первую очередь для этого. И, друзья, на эту тему я снимал отдельный ролик. Сейчас он появится на экране, где я разобрал, какие изменения произошли после обновления, какие скрытые события, о которых не упомянули в английском патчноуте, у нас появились. Обязательно его посмотрите, если еще не смотрели. А еще недовольные матчингом поля боя игроки добрались до охотника на демонов и начали обсуждать о его нерфе. Они утверждают, что сейчас охотник на демонов в PvP очень силен. Его умения с рывком, которые еще сопровождаются иммунитетом к контролю, очень сильно выбиваются из общего баланса. Ну и действительно, я играю за охотника на демонов и использую эти умения в своем PvP-билде. Давайте быстренько посмотрим, как это выглядит. И выглядит следующим образом. У меня на плечах стоит отрыв, который позволяет совершить рывок вперед. Также на шлеме у меня стоит время восстановления отрыва сокращается на 1,45 секунду каждый раз, когда я получаю урон, но на штанах у меня трико акробата, отрыв можно применять во время действия эффектов контроля и отбрасывания, то есть это полная невосприимчивость к контролю. И вот эти три сушки дают практически постоянные рывки, даже когда ты попал в зону контроля других игроков. И выглядит это следующим образом. Если тебя кто-то законтролил, ты просто совершаешь рывок и выходишь из этого контроля. А если на тебе висит периодичка или кто-то тебя задамажил, то у тебя просто восстанавливается время отрыва. Очень классный билд, но на самом деле он работает уже достаточно давно, потому что это сущности пекла 8, но эта тема, она реально вызвала много обсуждений. При этом игроки некоторые утверждают, что, слушай, чувак, все же на самом деле просто, тебя там мочат охотники на демонов, поэтому ты и считаешь, что Demon Hunter нужно понерфить. Если тебя убивают постоянно дотами некроманты, то некромантов надо понерфить. Если рыцарь крови с неубиваемыми щитами невозможно никак их пробить, постоянно сопровождает идола, то и рыцаря крови надо понерфить. Короче, нерфить надо всех и превратить поле боя. Какое там событие есть, когда все с выровненными характеристиками? По-моему, не проклятие выжившего оно называется, а дикая потасовка. Там все 60 уровня, и там фактически ты набираешь себе доспехи, набираешь себе зеленые предметы, чтобы улучшить характеристики, уже в конце вынести всех и выиграть катку. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Но я, конечно, думаю, что так много нареканий на доты некроманта, на, по-моему, умения, которые там связаны с летающей молнией мага, на рыцаря крови, который с непонятно как пробиваемыми щитами. Ну и теперь добрались до моего любимого охотника на демонов. Я очень надеюсь, что ничего в этом плане с ним делать не будут, но напишите в комментариях, что думаете и стоит ли нерфить другие классы, чтобы сделать баланс более справедливым. Ну и, друзья, наверное, самая обсуждаемая тема уходящей недели – это ферма платины. На Reddit всплыл занятный пост о том, как работает продажа платины, сделанной вручную, так называемый handmade plat. Что это вообще такое? Если мы с вами перейдем в мировой чат, мы увидим здесь от игроков с такими сложными именами сообщение «Платина 10К». $4.49. Или вот платина 10К Handmade Farming Dungeon. Короче,
Один из игроков вступил в Discord с продавцами и решил уточнить, что значит этот handmade plat и вообще как это не нарушает правила Blizzard. В ответ ему прислали видео с целым офисом фармеров, ну и фразу типа «ты просто выставляешь своего питомца на рынке, мы покупаем его за платину и переживать тебе ни о чем не стоит». Ну и игрок расстроился, а я, значит, все время честно фармлю как дурак. Ну, на самом деле, друзья, я снял по поводу этой темы отдельный ролик. Сейчас вы увидите его на экране. Я там раскрываю эту тему, мы смотрим это видео. Сейчас мы также его посмотрим. Обязательно посмотрите тот ролик, если еще не смотрели. Ну и ферма платины выглядит примерно таким образом. Вот вы видите сейчас, как выглядит эта ферма платины. Куча компов, на всех запущено по несколько аккаунтов. Сидят такие чуваки, кто-то в телефоне. В общем, фармят, бегают, данжи, собирают самоцветы, потом их перепродают на рынке. Вот откуда их так много там, да? Ну, выглядит это все, конечно, очень жестко. Как это вообще не нарушает Terms of Service от Blizzard, это совершенно непонятно. Огромная серверная комната. Ну и, друзья, некоторые игроки сразу саркастично заметили, что вообще-то это похоже на новый офис NetEase. Что вы об этом думаете? Обязательно пишите в комментариях, отреагируют ли разработчики на это видео или оставят все как есть и будут дальше подкручивать гайки по рынку, от которого, кстати, страдают обычные, ну, можно сказать, честные FTP-игроки, которые используют существующие лазейки и просто перекачивают платину с одного твина на другого, бустуя своего основного героя. Кстати, все эти и другие темы я публикую на своем телеграм-канале DI Tools по Diablo Immortal. Ну и помимо всех этих тем и новостей, мы там еще разыгрываем усиленный боевой пропуск коллекционера. И совсем недавно, по достижению 200 подписчиков, я разыграл второй усиленный боевой пропуск коллекционера. Теперь следующая отметка в 300 подписчиков. Поэтому, друзья, если вы еще не подписаны, то перейдите и обязательно подпишитесь на канал DI Tools по Diablo Immortal. А это все темы на сегодняшнюю неделю. Обязательно проверьте, поставили ли вы лайк этому видео и подписаны ли на мой канал. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.